разбираем лучшую сделку этой недели, по крайней мере на текущий момент, плюс $570. Здесь было сразу 3 позиции. Я подробно расскажу, как я инициирую сделку, то есть с чего она начинается, как вообще ситуация выглядит на графике, которая может принести профит. И это система Cluster Trader, ссылка будет на систему под этим видео. Плюс у нас сейчас новогодний купон вышел, и вы можете им воспользоваться, чтобы получить выгодные условия на приобретение системы Cluster Trader, потому что это один из тех сигналов, которые я вам настоятельно рекомендую торговать, и практически только этот сигнал приносил деньги не только по индексу NASDAQ, но и по другим символам. Но первое, очень важно, трейдеры, прежде чем открывать сделку по какому-то бы ни было сигналу, мы составляем ключевую идею дня. Кто я сегодня? Вот, когда я пришел на сессию, это сессия среды, вчера я не торговал, сегодня пятница, сегодня тоже планирую работать, будет видео, да, если вообще какие-то сделки будут. И когда я прихожу на торговую сессию, я всегда смотрю на ключевую идею дня, то есть кем я буду, покупателем либо продавцом, куда мне лучше вставать, где у меня больше шансов заработать. И этот весь процесс я проделываю и с трейдерами в чате, и до начала своей торговли, то есть до вот этого момента я уже прихожу с конкретной идеей. И конкретная идея на тот момент была sell, то есть кто я? Я продавец. Я продавец. Я смотрю на то, как цена себя вела в предыдущую торговую сессию. Я вижу, что предыдущая торговая сессия была нисходящей. Я вижу, что европейская сессия до начала моей была полностью в боковике. И даже когда рынок стал пробивать туда вверх и вроде как обновлять максимумы, все равно ключевая идея была sell. Если здесь быки встрепенулись, и я смотрю только на вот этот узкий, да, скажем, отрезок, то мне кажется, что ага, давайте поближе сделаем. Ага, что-то, секунду, чтобы меньше слышать мышку. Быки встрепенулись, и казалось бы, бум, посмотрите, здесь мы сделали новый максимум. А вот если узко посмотреть на картинку, многие трейдеры так сидят у экрана, они смотрят вот так, о, все, мы пробили уровни, все, мой тренд-фильтр стал зеленый. Но если мы не учитываем ключевую идею дня или ключевое состояние рынка, то мы можем оказаться заложниками вот этой локальной ситуации, которая может возникать, и это еще другие трейдеры называют шум, якобы это шум. Это шум, если ты смотришь очень узко, а чтобы отсеять шум, тебе нужно прийти с ключевой идеей на основе того, что делает рынок, например, на старшем графике, или достаточно посмотреть налево вообще, куда направлен этот поток. И вот этот прорыв, он с трендом, он поддерживается, если ветер, да, в ту же сторону, или нет, здесь нет. То есть мы видим, рынок пробил вроде уровни, все, но при этом общая динамика не изменилась, и рынок остается в нисходящей фазе. Я не буду сейчас переходить на старшие графики, потому что если мы перейдем на часовой, мы в принципе там ничего за покупателей не увидим абсолютно. И ключевая идея была sell. Теперь вот самая соль. Если ключевая идея sell, то, естественно, все покупки я игнорирую, какие бы здесь шикарные сигналы не были, и я начинаю смотреть на sell. Так вот, первые сигналы на sell были, на самом деле, еще здесь пораньше чуть-чуть, но в закрытом чате мы разбирали возможности продажи здесь, или когда рынок снова вернется, скажем так, в нисходящее русло. Как это мы можем понять? Мы обратили внимание, что здесь наш тренд-фильтр стал зеленый, что против основной идеи, основного потока. И чего мы ждем? Когда тренд-фильтр снова поменяет свой цвет. И вот здесь мы видим, рынок тренд-фильтр стал менять свой цвет на желтый. И что еще важно, мы стали обновлять предыдущие минимумы, предыдущую структуру. Первая ключевая единица информации, которая может указывать на то, что вот эти быки, которые здесь встрепенулись, да, они потеряли силу. Да, первые сигналы на sell на самом деле были выше, но мы не будем смотреть, мы будем смотреть там, где были реальные трейды, да, и то, что принесло деньги. И вот здесь рынок меняет цвет, тренд-фильтр, и мы прямо в реальном времени наблюдали, ведь в этом основная соль онлайн-торговли, онлайн-обучения, закрытого чата, когда ты все это видишь глазами и можешь пошагово
двигаться от левой стороны к правой, и ты видишь процесс принятия решений, можешь сделать его солидным, очень важно, где каждый шаг прозрачный. Вот здесь мы видим тренд-фильтр желтый. Мы здесь видим еще один важный элемент, который мы с трейдерами учитываем, это пробой Fibonacci, белые точки. Fibonacci — это точки, основанные на волатильности, и Fibonacci, значение Fibonacci. Здесь мы тоже пробили, отлично. То есть мы видим, что-то опять начинает меняться в сторону основной идеи sell. Это все происходит в минуту практически. Я вам рассказываю подробно, чтобы вы понимали, как такие сделки выглядят. И все наши трейдеры это знают, что вот именно из таких ситуаций приходят большие профиты. Иногда рынок проходит много, иногда не очень много, это не имеет значения. И затем вот она самая главная отгадка. Это вот этот сигнал TC Buy. Видите, он появился здесь. Стрелочный сигнал на покупку. Но держим в голове контекст, что я сказал в начале, sell. Что мы определили до стрелочного? То, что тренд-фильтр желтый, и то, что мы пробили Fibonacci. Это объективная информация, да. Могу ли я поставить на поток? Да. И это не какая-то там секретная формула, это то, что работает. То, что я обнаружил, что работает именно вот в этой последовательности, которую мы сейчас видим. Соответственно, появился TC Buy. Я не планирую, и я не покупаю никогда в таких ситуациях. Наоборот, я жду, когда медведи начнут еще больше давить. А как это выглядит на графике, когда медведи еще больше давят? Мы обновляем минимум того места, где появился TC Buy. Вот здесь. Минимум того места, где появился TC Buy. И если это происходит, это говорит о том, что продавцы сильны и намного сильнее, чем покупатели, особенно у нас, особенно то, что мы определили до этого. То есть у нас есть ветер, да, в нашу сторону дует, попутный ветер, это очень важно. То есть вы можете торговать хороший сигнал, но картинка у вас узкая, и вы упускаете основную идею, основной смысл. Так вот, здесь мы видим пробили, я начинаю заходить в шорт. То есть это первая сделка на sell. Но мы видим слева небольшую поддержку еще. Вот здесь это как раз минимум сессии, минимум дня. Вот он. Я захожу осторожно одной позиции. И логика такая, что если медведи сильны, должны продавить и пробить вот этот уровень поддержки. И если это произойдет, тогда я начну еще заливать объем. Угу. И как я это инициирую, открываю сделку? Как только рынок уходит ниже этой зоны, здесь я начинаю наращивать объем, добавлять к позиции. Здесь еще есть один элемент информации, который знают наши трейдеры. Я не буду сейчас в это вас тоже погружать, я думаю, не имеет смысла. Это когда у вас есть система, тогда да. И здесь я захожу еще на sell, потом сразу же здесь же добавляю еще, это у меня 3 позиции. Первый тейк, точнее sell от первой позиции я закрываю здесь, беру плюс 75 пунктов, что достаточно много. И вот от этих двух я забираю в среднем по 50 и 60 соответственно. Итого мы имеем довольно солидный профит, и рынок ведь много не прошел. Посмотрите, как незначительно прошла цена, ну и в масштабе того, что обычно может делать индекс NASDAQ, ну и вообще другой инструмент. Но за счет правильного определения места начала движения, вот это очень важно. То есть место, где движение начнется. Хорошо, что у меня есть идея общая, это круто, но идея не дает мне места, вот где вот входить. Оно мне дает, может быть, направление, да, потенциал, там сколько цена может пройти, но именно место, момент входа, момент начала движения. Здесь мы видим, зашел безболезненно, цена прошла, то есть не трепала нервы, как иногда это может быть. Поэтому мы отслеживаем с трейдерами именно вот эти точки снайперские, да, скажем так. Когда мы зайдем, и цена пойдет в нашу сторону, да, и здесь мы видим тоже sell, и рынок быстренько пошел. Здесь еще можно было по ходу добавить, нарастить объем, да, увеличить позицию, потому что если мы хотим зарабатывать деньги, нам нужно брать объем. Но чтобы вам брать объем, вам нужно быть уверенным в своих трейдах, что они на дистанции приносят профиты, приносят деньги. Также здесь у меня в закрытом чате робот открывал позицию. Этот робот называется Trend IQ. Да, он выставлял sell-стопы. Ну и, соответственно, у трейдеров, у которых позиция была робота, да, тоже сделки открыть, тоже отличный моментум. Вчера я не торговал, но вчера вот я вам сейчас покажу один в один ситуация. Она немножко, ну скажем,
выглядит те же условия, да, один в один условия, но они немножко в другой последовательности, да, незначительно. И вот посмотрите сюда. Вот у нас вчера по NASDAQ был, извиняюсь, бычий тренд. Еще раз я вам хочу показать, насколько фокусировка на одной-двух комбинациях может делать все, определять все ваше пребывание у экрана, будет оно прибыльным или убыточным. За счет того, что вы имеете четкую картину, вы имеете все условия, как нужно действовать, вы каждый раз приходите и фокусируетесь на одном. Вас не отвлекает шум, вас не отвлекает какие-то там новости, там какие-то другие мысли. Вы знаете, на что вам нужно смотреть. Вот и все. У вас есть определенное ядро поведения. И то, что мы делаем, это практически всегда одно и то же с трейдерами в чате. Так вот, вот началось движение. Это у нас здесь 16:30 по Москве. Вот здесь, да, мы видим. Что общего между всеми движениями? Давайте начнем вот отсюда, где движение потихоньку стало развиваться. Есть очевидные сигналы, сейчас мы до них дойдем здесь, но где движение начало развиваться и как это выглядело. Да, мы видим здесь тренд-фильтр окрашивается в желтый цвет, мы пробили FIB-DAX, точки волатильности, у нас появился TC-Sell, здесь мы пробили максимум TC. Одинаковая ли логика с той, о которой я говорил на sell? Да, только там тренд-фильтр будет, соответственно, желтый, потом зеленый. Мы пробили не белые точки, а черные, и у нас не TC-Sell, а TC-Buy. Точнее, у нас не TC-Buy, а TC-Sell. Все. То есть это первая индикация того, что быки, возможно, начнут усиливаться. Здесь мы пробили черные точки, тоже подтверждение. И третье, это как раз отсутствие реакции или игнор, да, вот этого TC-сигнала. Потому что TC – это сигнал силы рынка. И если, например, он на sell и его не видят, то быки перехватывают инициативу, как правило. И вот здесь начало, возможное начало тренда. И чем раньше вы войдете в сделку на buy в такой ситуации, а как вы можете понять раньше, чем раньше по отношению к тренд-фильтру, вот здесь он стал зеленый, да, или желтый, вот здесь мы пробили, чем ближе вы входите, тем больше шансов, что вы заберете большую часть тренда. Потому что, чтобы делать деньги, вам нужно брать тренды и брать объем в трендах. Все. Вот вся формула успеха в трейдинге как таковая, особенно внутридневном, когда мы за короткое время делаем основную массу профитов. Так вот, здесь buy. Дальше идем. Рынок мы видим немножко подумал, но условия не поменялись, наш тренд-фильтр по-прежнему зеленый. Но трейдер может рассмотреть, скажем так, самый очевидный сценарий, когда биржа в США откроется, то есть с самого открытия 17:30 по Москве, то есть когда уже ликвидность есть, все там, все смотрят на график. И здесь мы видим абсолютно одинаковые условия. Тренд-фильтр уже к этому времени зеленый, здесь мы пробили FIB-DAX. Здесь наш робот, как правило, ставит отложки buy-стопы. И вот здесь мы видим наш TC-Sell. То есть мы увидели TC-Sell, наш тренд-фильтр зеленый, пробили FIB-DAX. И здесь мы видим рынок обновляет наш TC и начало движения. Да, это значительно позже. Если мы в это время у экрана, то, конечно, это наиболее предпочтительное место, чтобы открыть. А это уже более предпочтительное, чтобы нарастить объем, добавить к сделке. Ну и затем на первых коррекциях мы можем наращивать объем в зависимости от того, насколько трейдер агрессивный. И если взять вот эти 2 дня, то можно... Еще раз, я не беру, несмотря на то, что я говорю, я нарастил объем, я не беру большие объемы, я не беру 20% капитала. Я беру несколько процентов максимум, если я много наращиваю. А так в каждой сделке у меня небольшая часть, но я не рискую очень много. Бывают отдельные дни, но тем не менее. Да, и здесь мы видим, что можно добавить еще, и даже тренд четверга был больше, чем в среду. Мы прошли поболее отсюда до сюда, до самой макушки. Мы прошли максимально, ну скажем, 200, да, пунктов. Это уже посолиднее, и здесь где-то порядка полутора тысяч долларов можно было взять, не 500, там, да, 70, $1500. Ну, конечно, все зависит от единицы объема. Трейдер может действовать более агрессивно, брать больше процент, ну и, следовательно,
зарабатывать больше. Но сейчас рождественские, предрождественские, предновогодние торги, я очень осторожен. Да, несмотря на то, что я где-то добавляю, все равно я не беру те привычные для себя объемы, да, которые я брал до этого. Потому что рынок хрупкий бывает в это время, хотя я говорю, в среду и четверг отличнейшие просто моментумы. Сегодня пятница, посмотрим, будет ли сегодня моментум. И всю эту рутину, весь этот процессинг я буду скидывать в новый сигнальный чат, потому что у меня есть онлайн-торговля, где мы открываем сделки, это такое живое общение, да. Вы видите мой экран, слышите меня, я рассказываю, показываю, если есть позиции, открываю позиции, а сигнальный чат – это чат, куда я буду скидывать скрины, куда я буду скидывать свои торговые планы, ну и, конечно, позиции, если я в какие-то сделки вхожу, то особенно если это очень очевидные сделки, да, и сделки с большим потенциалом, тоже вас буду заранее информировать. Но в любом случае вы это все будете видеть на своем экране, и вам будет намного проще. В общем, если вы хотите подключиться, ссылка будет под этим видео. Используйте купон специальный подарочный и присоединяйтесь к нашему сообществу. Всех с наступающими праздниками. Возможно, будет еще одно видео со сегодняшних пятничных торгов. Не знаю, будет ли сегодня активность. Если что-то интересное будет, то я обязательно запишу либо обзор, либо онлайн. Да, торговля, но, скорее всего, обзор. И уже встретимся с вами на онлайн-торговле, в закрытом чате, в телеграм-канале. И до связи. Успехов вам. Пока.